Всем привет! Сегодня модель бронепалубного крейсера первого ранга «Варяг». В 1898 году в Российской империи была принята судостроительная программа, и по причине загруженности российских верфей заказ был размещен на американской судостроительной верфи Уильям Крамп и сыновья Филадельфии. И по распоряжению императора Николая II было присвоено строящемуся крейсеру имя «Варяг» в честь парусно-винтового корвета, участвовавшего в американской экспедиции 1863 года. 31 октября 1899 года крейсер был спущен со стапелей на воду. В 1900 году был передан военно-морской флот Российской империи. В начале 1901 года корабль был передан русскому экипажу. Спустя 2 месяца бронепалубный крейсер «Варяг» направился в Россию. Совершив трансатлантический переход, крейсер «Варяг» прибыл в Кронштадт, где удостоился посещения императора Николая II. Однако очень скоро крейсеру пришлось отправиться на Дальний Восток, так как отношения с Японией ухудшались. Осенью 1901 года крейсер отправился в дальнее плавание. Слабая ремонтная база и изначально неудачная конструкция котлов Николс, а также существенные дефекты, допущенные при строительстве, привели к тому, что уже через несколько лет службы «Варяг» не мог развивать скорость свыше 14 узлов, что практически сводило на нет его преимущества. С начала января 1904 года крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» находились в нейтральном корейском порту Чемульпо в распоряжении российского посольства в Сеуле. В Чемульпо также находились корабли других стран – Англии, Франции, США и Италии. 8 февраля 1904 года японская эскадра под командованием контр-адмирала Урио в составе 6 крейсеров и 8 миноносцев блокировала порт Чемульпо, чтобы прикрыть высадку десанта около 2000 человек и не допустить вмешательства «Варяга». В тот же день канонерская лодка «Кореец» отправилась в Порт-Артур, но по выходе из порта была атакована миноносцами, после чего вернулась на рейд. 9 февраля капитану «Варяга» Всеволоду Федоровичу Рудневу был вручен ультиматум от контр-адмирала Урио, в котором было сказано о том, что русские корабли «Варяг» и «Кореец» должны покинуть порт Чемульпо, иначе будут атакованы японской эскадрой. Порт Чемульпо таким образом становился трофеем японского флота и базой снабжения сухопутных войск, избавленных от угрозы атаки с моря. Руднев решил с боем прорываться в Порт-Артур, а в случае неудачи корабли планировалось уничтожить. В полдень корабли вышли из порта, и на выходе они встретились с японской эскадрой, занимавшей позицию за островом Йодольми, современное название Пхамильдо, на выходе из гавани города Чемульпо, современное название Инчхон, Южной Кореи. Бой продолжался около часа. Всего за время сражения крейсер «Варяг» выпустил около 1100 снарядов. Потопил японский миноносец, а также вывел из строя 2 крейсера противника. Однако японские историки говорят о том, что попаданий в корабли не было, и
потери японский флот также не понес. По причине понесенных потерь и повреждений на общем собрании было решено корабли затопить. После эвакуации команды на корабли нейтральных стран «Варяг» 9 февраля по новому стилю был затоплен. После русско-японской войны японское командование правительства создало в Сеуле музей памяти героев «Варяга» и наградило в 1907 году Руднева японским орденом восходящего солнца второй степени. «Варяг» был поднят японцами 8 августа 1905 года. 22 августа 1905 года был включен в состав императорского флота Японии, отремонтирован и введен в строй 9 июля 1907 года в качестве крейсера второго класса под названием «Соя». Более 7 лет использовался японцами для учебных целей. Отдавая дань подвигу русских моряков, японцы оставили на корме название «Варяг» по личному решению императора Муцухито. Новобранцам капитан судна объявлял о том, что они будут обучаться на русском корабле, который сразился с целой эскадрой, а его экипаж отказался сдаться. В 1916 году крейсер «Соя» был выкуплен Россией. 4 апреля японский флаг был спущен, и 5 апреля 1916 года крейсер переведен во Владивосток, после чего под прежним именем «Варяг» был включен в состав флотилии Северного Ледовитого океана. Совершил переход из Владивостока в Романов на Мурмане в составе отряда судов особого назначения под командованием контр-адмирала Бестужева-Рюмина. В феврале 1917 года ушел на ремонт в Великобританию, где был конфискован британцами, поскольку советское правительство отказалось оплачивать долги императорской России. В 1920 году крейсер был перепродан германским фирмам на слом. При буксировке корабль попал в шторм и сел на мель у берегов Шотландии, поэтому буксировка стала невозможной. С 1923 года корабль разбирался на месте. Часть металлических конструкций тогда же снята местными жителями. В 1925 году то, что не было разобрано, затонуло, а часть корпуса впоследствии взорвана.